Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео буду отвечать на некоторые ваши вопросы и покажу вам, как у меня расцвел кактус. Друзья, первый комментарий, на который я вам отвечаю, написала мне Ольга Батрименко. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы стрижете свои неваки? Вот этот бонсайчик, вот неваки из можжевельника Минджулеп, я стригу около, где-то 2 раза в месяц по мере отрастания. Но в чем вот летом проблема? Когда на улице очень жарко, до плюс 30, солнечно, если я его сейчас подстригу, он, скорее всего, обгорит. Пригорят кончики, и будет у него не очень такой нарядный, красивый вид. Оставить его таким отросшим тоже некрасиво. Поэтому варианта 2. Либо подбирайте пасмурные дни, потому что у нас часто идут дожди, и прямо по несколько дней солнышка нет, можно стричь в такую погоду. Либо если у вас, допустим, растет, вот как у меня, в полутени, солнце развернется, и с обеда бонсайчик будет находиться в рассеянном свете в тени, я сделаю ему стрижку. После стрижки хорошо бы обработать его препаратом либо скор, либо ракурс, можно добавить циркон, чтобы не было никакого присоединения инфекции. Так что получается около 2 раз в месяц по мере отрастания. Лето, сад продолжает цвести, вот набирает уже силу бутончик у пижмы, уже начинает желтеть. Красивая, вот сейчас трогаю, такой запах стоит волшебный. Начинается пора цветения лилий. Первыми вот взяли эстафетную палочку белые лилии. Это самые обычные старые лилии, но такие душистые. Начинает цвести шольция, наполняя сад такими яркими пятнышками. Еще приготовился цвести лиатрис. Выгнал уже свои соцветия. Здесь целая лужайка лиатриса. И вот посмотрите, как сейчас прекрасно выглядит лагерстремия. Это карликовая лагерстремия с такими красно-зелеными листиками. Она у меня цвела в прошлом году. Вот, слава богу, думаю, зацветет скоро. Посмотрите, как сейчас прекрасно цветет олеандр. Олеандр, несмотря на эту суровую зиму, перезимовал у меня на террасе. Заносила его в помещение только на 2-3 дня на очень большие морозы. И несмотря на то, что даже вот гранат вымерз, который всегда зимовал на улице, олеандр прекрасно себя чувствует, прекрасно выглядит, весь цветет. А за моей спиной находится еще один интересный экзот. Это гиптокодиум мекониеносный. Я вам его уже показывала в прошлых роликах. Дерево очень интересное, оно вот так отслаивает кору. У него потом такие гладкие белые стволы. И вот гиптокодиум собрался цвести. Его еще называют осенняя сирень за то, что у него такие красивые послецветия. Собираются такие метелки бордового цвета. Вот будем наблюдать за ним. Говорят, он у меня еще не цвел. Первое его будет цветение, что он очень сильно пахнет. Вот будем наблюдать. Начала цвести оранжевая лилия. Красивая. Я очень люблю оранжевые оттенки в саду. Такие яркие, теплые. Друзья, вот смотрите, как интересно завязывает семена асфаделина. Новое для меня растение. Такие яркие, красивые прямо бусинки. Красивые не только в цветении, но и в созревании семян. А вот здесь посадила куст хаканихлои. Это зеленая хаканихлоя. Она должна образовать такую большую куртинку. Красиво, очень мне нравится она в массиве. И вот здесь у меня еще новый житель сада. Это Вероника буэнос-айресская. Вот это молодое еще растение, оно многолетнее. Будет большая, высокая, красивая, с такими сиреневыми шариками, соцветиями. А вот здесь так красиво цветут у меня луковичные ирисы. Посадила как микс, и вот вышло 2. Третий, к сожалению, съели улитки. И вот так они трогательно смотрятся, белый и сиреневый вместе. И готовится цвести. Вот уже вам показывала
Бергамот мой. Очень много соцветий. Должен быть розового цвета, по идее. Но вот это будет его первое цветение. Мне очень интересно, я купила саженцы маленькие, они еще были без соцветий. И вот получается на второй год такая уже масса большая. В прошлом ролике показала вам, что у меня появился новый житель сада, это тис Давид. Подруга подарила мне этот тис, и я получила комментарий от Ольги Скворцовой. Катя, просьба есть к тебе, расскажи, пожалуйста, про тис Давид, какое место он любит, хочу тоже себе приобрести. Я из Беларуси, так хочется это растение. Тис Давид вырастает около 2 метров, при диаметре около 70-80 сантиметров. Все желтолистные сорта тиса, они в тени зеленеют. Если вы хотите, чтобы ваш тис сохранил яркую желтую окраску, он должен у вас расти на солнце. Но если он у вас растет на солнце, вы должны обеспечивать ему хорошее мульчирование, хороший полив. Можно выбрать время такое, чтобы в утреннее время он был хорошо освещен, а после обеда, допустим, был в затенении. Тисы южные растения. В моей 7-й зоне они зимуют без укрытия и прекрасно растут и себя чувствуют. Если вы живете в более холодных регионах, то, я думаю, первые зимы нужно будет обязательно его укрыть, допустим, агроволокном и хорошо замульчировать ему корневую систему. По поводу почвы. Тис любит богатую, но хорошо дренированную почву. Поэтому, если у вас, допустим, чернозем, как у меня, я добавляю либо песок крупной фракции, либо даже отсев перекапываю, делаю рыхлую землю. Есть универсальный вариант, можно приобрести готовый грунт для хвойных растений, и эта стандартная схема будет работать при посадке, в принципе, любого хвойного растения. Если вы будете составлять ему самостоятельно посадочную яму, добавьте туда, допустим, компост, торф, песок, перемешайте все это с вашей почвой. И главное, не забывайте, что тис любит полив. А вот мой немногочисленный фруктовый сад, уже остатки роскоши, потому что младшая дочка постоянно ходит гулять под это дерево, постоянно подъедает вишни. Вот уже начинает спеть. Я обещала вам в прошлом видео, что покажу, куда посадила свои новые питомцы. Это Дерин Коуза. Вот выбрала ему такую зону сада. Здесь у меня до обеда солнышко, после обеда тень. Но все равно листик начал пригорать. Он стоял перед моей покупкой в полной тени. Вот не знаю, или он адаптируется, или в принципе я его еще притеню чем-то на первое время. И вот рядышком здесь я посадила второй дерин. Это канадский дерин, дерин Флорида рубра. Цель, чтобы они потом кронами сомкнулись. Это будет очень красиво. По поводу загущения, яблоня здесь временный житель. Она сейчас будет притенять, а потом она будет заменена на другие хвойные растения. Вот такие красавчики мои дерны. Первый лилейник. Это карликовый бордюрный лилейничек. Мне очень нравится, они такими большими тоже вырастают деленками и красиво так цветут. Вот этот лилейник цветет все лето. А вот еще спеет ирга. Это тоже мой фруктовый сад. Она не успевает тоже хорошо воспевать, потому что дети ее периодически обносят. Очень вкусная ягодка. Читала, что при хорошем уходе кустик один может дать до 7 ведер ягод. Но у меня она растет 3-й год, но уже неплохо спеет. Июнь – это время для стрижки и формировки деревьев. Вот я уже подстригла, у меня здесь растет березка, это березка юнги. Я подравниваю ей снизу веточки, формируя такой элегантный зонтик. Вот она вся выпустила бруньки, уже такая интересная, хорошо вьются веточки у нее, обрастает, красивая березка. Начала уже менять цвет черемуха виргинская Шуберт. Был изначально ярко-зеленый листик, потом у нее более зрелые листики становятся такие фиолетовые, а молодые приросты будут опять зеленые. Смотрите, как вырастает, набирает цвет бузина черная, сорт пурпурулента.
Она, когда вырастает, у нее даже молодые побеги становятся белого цвета. Вот сама веточка и листики. Очень яркая, очень красивая мраморная вариегатность у этой бузины. Эту бузину я в прошлом году пересадила. И она, несмотря на пересадку, вообще великолепно отрастает. Очень неприхотливое растение. Здесь рядышком у меня второй куст бузины. Бузина черная, сорт Black Lace. Очень интересное сочетание. Будут такие светлые листья с такими темными. И здесь у меня еще растет георгина, которая уже выгнала бутоны. Еще один комментарий, на который хочу вам сегодня ответить, написала Олеся Пугач. Ее комментарий: вот только на вас подписалась, подскажите, пожалуйста, по аркам. Вы их в землю вкапывали и чем красить, чтобы надолго? Сад-сказка. Спасибо большое. Что вам расскажу по аркам? Мы приняли решение их не бетонировать и не фиксировать постоянно и навсегда. Мы можем при желании эти арки перенести и переиграть, допустим, какую-то картинку сада. Как мы их зафиксировали? Супруг вбил в землю большие такие трубы. Ну, наверное, где-то на полметра точно вбил. И эти трубы он прификсировал, вот получается, к столбам. Мы подставили плиточку, чтобы не гнила она. И вот таким вот образом зафиксированы все перголы у нас в саду. Чем мы покрывали? Мы делали пропитки по дереву, чтобы надолго хватило. Вы можете использовать масло, вы можете использовать какие-то, я не помню ни фирму, ничего. Просто мы брали хорошего более-менее качества, выбирали цвет. Для именно уличных работ вы должны понимать это, озвучить в магазине, и вам порекомендуют. Вот пропитка, цвет у этой перголы называется рябина. Вы когда-нибудь видели цветущий в саду кактус? Вот у меня сегодня распустился кактус, это опунция. Вот его уже первые соцветия, очень пахнет прямо медом. Вот первые 3 цветочка, и дальше в течение долгого времени будут расцветать. Вот у него очень много бутонов, поэтому будет продолжительное цветение. Цветочек держится недолго, несколько дней, а потом следующий расцветает. Но это такой агрессор, он захватывает просто вот всю территорию вокруг, и его очень неплохо было бы даже, наверное, сажать в какой-то ограничитель. Ну вот у меня здесь такая лужайка, и красиво цветут эти кактусы. Друзья, вот в прошлом ролике тоже показала вам отчеток, и меня Александр поправил, сказал, что это не отчеток едкий, я действительно с ним согласна. Вот отчеток едкий, вот такая небольшая деленка. Он ярко такой зеленого цвета, блестящие листики, и у него желтые цветочки-звездочки. Вот смотрите, какое у него цветение. Он тоже агрессор, хорошо и сеется, и делится. И вот он уже тут с маленьких веточек уже сделал хорошую лужайку. Я сажаю часто их рядом с хвойными, чтобы они мульчировали, не давали почве перегреваться. А вот эта лужайка из отчетка, который я ошибочно назвала едким, это, видимо, какой-то другой сорт отчетка, но он очень похож, только единственное, что у него голубоватые такие вот лепесточки, и цветение все абсолютно совершенно одинаковое, только вот он цветет белыми цветочками, разрастается совершенно так же, агрессирует совершенно так же, забивает все. И вот даже начал мне подсеиваться в дорожках кое-где. Единственный минус этого отчетка, что вот после цветения он будет какое-то время выглядеть очень неопрятным. И состричь это, подстричь практически невозможно. Вот единственный вариант — это просто перетерпеть какое-то время, он потом опять восстанавливается и выглядит очень красивой зеленой лужайкой. На этом я с вами сегодня прощаюсь и до встречи в саду!